Всем привет! Сегодня мы разберем игру 2020 года Neon Abyss. Я постараюсь изложить свои мысли лаконично, чтобы не отнимать у вас много времени, но не слишком сухо. В этом ролике мы немного коснемся сюжета игры, поговорим о геймплее, плюсах и минусах и подведем итог. Заслуживает ли Неоновая бездна внимания в 2022 году? Все тайм-коды вы найдете в описании под видео. Приятного просмотра! Вот уже год Steam предлагает мне купить Neon Abyss. Сначала я от нее отмахивался, но Габен человек настойчивый, и мне таки пришлось посмотреть, что же это за игра. И как только я увидел эту картинку и надпись «Рогалик», то сразу закинул игру в желаемое. Покупать я ее не торопился, ведь ценник у нее 739 рублей. А зачем покупать игру за full прайс, если в Steam так часто бывают распродажи? В общем, подождал я месяцок и урвал ее за 300 деревянных. Но мои руки дошли до нее не сразу. Я долго играл в клетки и делал по ним видосы, которые вы можете посмотреть по этой подсказке. И вот, я наконец-то дотянулся до Неоновой бездны. Создатель Neon Abyss – китайская инди-студия VO Games, занимающаяся в основном мобильными играми. С выходом релиза и распространением помог издатель Team 17, который известен большинству по серии игр Worms. Все же помнят Worms. Разработчики взяли за основу The Binding of Isaac и Enter the Gungeon, изменили вид сверху на вид сбоку, добавили кучу неона и получилась Неоновая бездна. На всякий случай это перевод названия. Да, игра не оригинальна и по-своему вторична, но при этом очень обаятельна. По сути мы имеем тот же самый Isaac, но вместо дерьма неон. А я люблю неон больше. Первые часы не особо балуют нас историями. Сюжетки тут довольно-таки мало, поэтому не буду отнимать у вас удовольствие узнать все самостоятельно, если вдруг бездна вас заинтересует. Озвучу только вводную. Развитие интернета привело к падению старых богов и восхождению новых. Единственный, кто остался прежним, это Аид, который укрылся в своем неоновом баре. Именно там он и нанимает нас убить новых богов. Мы принимаем заказ и бросаемся в бездну. Запустив игру, я сразу выбрал самую высокую сложность, подумав, я же не казуал, из-за чего довольно часто умирал на самом первом уровне. Мне потребовалось около 6 часов, чтобы освоиться и полностью привыкнуть к управлению. Начал я играть с геймпада, но уже через полчаса не выдержал и перешел на клаву и мышь. Не могу играть в шутеры с геймпада, видать даже в 2D шутеры. Но и тут меня ждала проблема. Я не играл с клавы уже год, и мне было тяжко переключиться обратно. Особенно подкипело в комнатах с автоматом танцев и рыбалкой, в которых нужно вовремя нажимать клавиши WASD, а я вдруг обнаружил, что на автомате не знаю точного их расположения, поэтому каждый раз не успевал нажать кнопку в нужное время. Ну хватит обо мне, перейдем к геймплею. Игра представляет собой типичный рогалик. Контент открывается со временем, персонажа можно прокачивать во время каждого забега, локация забега каждый раз меняется. Во время рана мы можем добывать различные ресурсы, которые по сути можно разделить на две категории. Самоцветы, которые нужны для прокачки бездны, они падают с боссов и не сгорают при смерти. И все остальные ресурсы, которыми мы сможем пользоваться только во время забега. Прокачивать бездну мы будем в большом древе улучшений, и происходить это будет не очень быстро, потому что боссы не особо щедры на самоцветы, а древо приличных размеров. В данном древе можно добавить новые локации, элементы окружения, новых персонажей, предметы и еще кучу всякого контента. Персонажи отличаются базовым оружием, специальным умением, количеством хп и набором предметов по умолчанию. Например, у Анны 4 хп, а у Уэйда 3. Он имеет в арсенале одну гранату и один ключ, а она просто один ключ. Уэйд из DLC умеет переносить предметы, а Мэтт делать кувырок и так далее. Попадая в бездну, мы начинаем зачищать комнаты от врагов, получая за это ресурсы, а уже с их помощью добываем улучшения, прокачивая персонажа. При смерти мы теряем весь прогресс и начинаем сначала, но сохраняем древо улучшений бездны. Уровни состоят из комнат, некоторые из которых будут закрыты, а чтобы в них попасть, нужно потратить конкретный ресурс. Например, ключ, самоцвет мудрости или заплатить своим здоровьем. В некоторых комнатах будут находиться кристаллы телепортации, аналогично с Dead Cells, чтобы мы могли удобно перемещаться по уровню. В игре есть секретные комнаты, иногда встречаются простенькие головоломки по типу «нужно передвинуть или ломать элементы окружения, чтобы взять лут». Также мы будем находить и подбирать яйца, из которых могут вылупиться спутники, которые будут помогать или мешать нам в сражениях. Спутники имеют свое здоровье и также могут умереть.
Во время прохождения у вас будет накапливаться шкала веры, которая может заполняться мудростью или насилием. Мудрость дается, если зачищать комнаты без урона и использовать фиолетовые кристаллы для открытия специальных дверей и сундуков. А насилие, если стрелять по этим самым дверям и сундукам и получать урон. После заполнения шкалы откроется специальная комната, в которой можно будет взять случайный предмет. Прежде чем мы перейдем к плюсам и минусам игры, давайте обратимся к отзывам. Metacritic на разных платформах показывает оценку пользователей в районе 6 баллов из 10. А вот график отзывов покупателей Steam. Из вышеперечисленного мы узнаем, во-первых, то, что игра получает существенно больше положительных отзывов со старта продаж. А во-вторых, отрицательных отзывов со временем становится в разы меньше. Это может говорить о том, что на старте игра вышла сырой, за что и была заминусована на Metacritic и в Steam. Но разработчики исправляют свои ошибки и до сих пор поддерживают игру. Мне очень понравился художественный стиль игры, состоящий из религиозной иконографии и неоновых граффити. Музыка подобрана просто отлично. Она не выбивается из стиля, а еще больше подчеркивает его. Знаете, я тут ознакомился с несколькими обзорами, и все говорят, что в игре мало музыки, и что она быстро надоедает. На самом деле саундтреков 15, и все дело в том, что это синтвейв, который в принципе схож. Так композитор еще решил сделать одинаковые вступления для нескольких групп композиций. Из-за чего и кажется, что вся музыка в игре одинаковая, хотя это не так. Игра буквально состоит из отсылок и приколов из поп-культуры. То у нас пушка в виде котика, которая стреляет рыбными косточками и мяукает, то спутник Бэйби Трамп, который ворует у нас из-под носа деньги, скотина. В некоторых комнатах нас будут ждать игровые автоматы, в которые можно сыграть, заплатив за попытку. Идея ввести их в игру мне кажется крайне удачной, хотя я и просаживал в них все деньги. Видно, что разработчики очень креативно подходили к созданию оружия, предметов экипировки и окружения. И вообще в Neon Abyss внушительное количество оружия и просто огромный арсенал предметов. Постоянно встречаются веселые элементы рандома. Правда, веселые они только первое время. Поймете, о чем я, когда попробуете сыграть в однорукого бандита, чтобы войти в комнату, а он сожрет все ваши деньги, не откроет дверь и еще и взорвется, нанеся вам урон. Хотя по секрету скажу, что когда он сломался, его можно взорвать гранатой. В игре присутствует платформинг. И даже целые уровни, где нет врагов, а нужно просто бегать, не попадая под удары ловушек, что явно доставит удовольствие любителям жанра. Прекрасно нарисованы новые боги и менеджеры, которые являются боссами игры. Разработчики до сих пор поддерживают игру и выпускают дополнения. Последний DLC вышел 27 января 2022 года. Начну с рандома, который может как сделать игру приятной прогулкой, так и на корню зарубить весь забег, а то и 10 забегов подряд. А затем, сами знаете, потеря аппетита, бессонница, резкая смена настроения, депрессия. И вот вы уже как Папич, наигрались. Нет, типа я не могу после этого продолжать играть. Я не смогу больше. Ведь шути меня никогда не будет 36 красного с легендарным копьем. Унистал. Наверное, именно поэтому разработчики решили привязать абсолютно ко всему эту чудесную механику рандома. Нет. Уже на 5-й час игры я начал замечать, что уже видел эти комнаты. Видать, вариантов локаций было сделано не так уж и много. Враги в обычных комнатах абсолютно тупые и действуют по одному скрипту. Еще и визуально выбиваются из общего стиля игры. Кажется, что именно на обычных мобов разработчикам не хватило креатива. Прокачка оружия имеет визуальное отображение. При увеличении урона увеличивается размер снарядов. Также можно увеличить количество снарядов при выстреле и скорость самой стрельбы. Кроме того, копится огромное количество яиц и уже вылупившихся спутников, которые летают за персонажем. И все вместе это засирает весь экран. Становится невозможно ориентироваться в пространстве, не видно, где свои выстрелы, где чужие. В общем, экран настолько пестрит всякой херней, что вы просто перестаете понимать, что на нем происходит. По поводу багов. Они есть, но прям критических я не увидел. Все, что я встретил за 26 часов игры, связано с положением предметов окружения в пространстве и отображением самих предметов. Как, например, вот эта дверь.
Также среди игроков есть мнение, что некоторые предметы ломают механики игры. В качестве примера приводят возможность полета, из-за которой такие боссы как Ник, Хант, Блок и Чейн ломаются и не могут тебя достать. Это не совсем так. У всех боссов в игре есть две фазы. И, как вы уже догадались, атаки после смены фазы меняются. Например, Ник и Хант в первой фазе просто ездят по периметру комнаты. Но вот во второй фазе колесо начинает атаковать во все стороны. Теперь возможность летать вас не спасет от урона. Примерно та же история с Блоком и Чейном. Сначала они просто бегают по арене влево и вправо и разбрасывают бомбы и монеты. И здесь разработчики оставили способ легально озолотиться. Нужно взлететь и подвиснуть под потолком, а сундук в это время будет разбрасывать деньги. Но как только бой переходит во вторую фазу, а случается это когда босс теряет 40-60% здоровья, босс начинает атаковать большим количеством снарядов по всей арене, и от них тоже не спрячешься под потолком. Разработчики утверждают, что это не баг, а фича, которая дает возможность сделать игру легче, если вам повезло. Исходя из вышеизложенного, я бы не стал записывать этот аспект в минусы игры, но посчитал нужным его разобрать. Главная механика Neon Abyss — это рандом. На нем держится буквально все. И это, как всегда, и плюс, и минус. Ведь сначала рандом — это весело, а потом начинает бесить. При этом игра довольно-таки динамичная, и на прохождение подземелья в зависимости от стиля игры у вас будет уходить 20-40 минут. И как мне кажется, именно быстрые раны делают рандом в бездне больше веселой механикой, чем жопоболью. Визуал просто великолепен, отлично подобрана музыка, и благодаря этим двум параметрам в бездне приятно проводить время. При всем этом игра не имеет ничего оригинального, ведь она все скопировала у других проектов в этом жанре. Но любители Synthwave и Неона, скорее всего, ей это простят. Вряд ли вы захотите наиграть сотни часов в Neon Abyss, но потрогать игру все же будет приятно, особенно во время первых забегов в бездну. И самое важное, игра ни в коем случае не стоит 739 рублей, и не нужно покупать ее за этот ценник. А вот рублей за 300 – это вполне достойный продукт, чтобы расслабиться и получить удовольствие. В целом, игра более чем играбельна в 2022 году. Я не пожалел потраченного на нее времени, поэтому могу смело рекомендовать ее вам, но только не за полную цену. На этом у меня все. Пишите критику и предложения в комментариях, не забывайте ставить лайки и дизлайки, это очень помогает продвигать канал. Спасибо за внимание и до встречи.